Добрый день, всем привет. Мы находимся в гостях у компании Hexagon, и сегодня тема нашего разговора – магазины большой емкости. Чтобы быть конкретными, четырехрядные магазины коробчатой большой емкости. Как известно, история этих магазинов серийных ведет свое начало с конца 30-х годов, с магазинов, имеющих условное название «Гробик», принятых на вооружение к пистолетам-пулеметам Suomi. Менее известен тот факт, что магазины эти исходно были разработаны в Швеции под лицензионную копию шведского пистолета-пулемета Suomi. Изначально имели емкость 56 патронов. Только потом финны, купив у шведов лицензию на этот самый гробик, уменьшили ее до 50 патронов 9 мм люгера. С таким вариантом магазина активно воевали всю Вторую мировую войну и потом использовали их на вооружении еще долгие годы. Тем не менее, магазин этот был проблемный, дорогой, тяжелый, крайне неудобный в снаряжении, поэтому реально вскоре после Второй мировой войны финны отказались от их массового использования и перешли на, опять же, шведские магазины, двухрядные, классические, от пистолета-пулемета Карл Густав образца 1945 года. Не очень известен тот факт, что в Советском Союзе первые четырехрядные магазины для автомата Калашникова испытывались уже в 1950 году. Это были 50-зарядные четырехрядники, конструкция которых до сих пор прослеживается в самых современных образцах этих автоматов. Тогда четырехрядные магазины не прошли испытаний, поскольку показали недостаточную надежность даже в обычных условиях. Они давали периодические задержки, а в условиях сложной эксплуатации, запыления, загрязнения, падения, удары, они оказались совсем неприемлемыми. Тем не менее, в дальнейшем подобные магазины пытались отрабатывать при разработке ручного пулемета, который делался в конце 50-х годов на конкурс, в котором победил РПК. Но, как мы знаем, в этом конкурсе были приняты стандартные коробчатые магазины на 40 патронов, либо барабанные на 75. Четырехрядники опять оказались за бортом. В очередной раз стюардессу откопали в 80-е годы в рамках конкурса «Абакан», когда военные, ставя техническое задание на новую разработку, указали, что они хотят использовать автомат не только со стандартным, всем прекрасно знакомым 30-патронным магазином от АК и с 45-патронным от РПК-74, но и с неким новым магазином емкостью не меньше 60 патронов. То есть они хотели радикально повысить боевую эффективность оружия. Результатом этих работ стал Ижевский четырехрядный магазин, в конце концов запущенный в серию и даже официально принятый на вооружение. Но магазин этот так и не стал по-настоящему массовым, при том, что он на испытаниях показал работу без задержек, показал, настреливал тысячи патронов, он достаточно прочный, практически такой же прочный, как классические магазины для АК-74. Его можно пинать ногами, его можно кидать в противника. Единственное, что это лучше делать разряженным. Потому что у четырехрядных магазинов есть одна большая беда. Мы сейчас продемонстрируем это самым наглядным образом. Вот есть магазин, в нем сейчас снаряжено до половины, 30 патронов. То есть предположим, что у вас был заряжен магазин, вы расстреляли примерно половину, перемещаетесь по полю боя и дальше спотыкаетесь, падаете или залегаете под огнем противника, пристраиваетесь к брустеру, и вам нужно резко прижаться к земле, и автомат ударяется магазином о грунт. Да, громко. Теперь мы внимательно смотрим сюда. Вот, берем патрон. Беда, печаль, магазин полностью вышел из строя до разборки. Причем не сильный удар, а относительно мягкую резиновую поверхность. У нас имеется современный клон этого ижевского магазина, коммерческий, с нашей замечательной российской компанией «Павган». Он немного отличается от ижевского, он защищен отдельными патентами, то есть с точки зрения, так сказать, копирования лицензионного, все чисто, замечательно. Здесь также заряжено 30 патронов. Этот магазин также проверен, я с ним стрелял. В нормальных условиях он работает совершенно замечательно. 60 патронов и так далее. Здесь также заряжено 30 патронов. Вот сейчас недостаточно сильно ударил. Вот, сейчас, как видите, здесь более мощная пружина существенно, поэтому
С 30 патронами такой трюк проделать сложнее. Ну, придется поверить на слово, с 40 мне его удавалось сделать. Значит, ну, не будет, понятно. В принципе, это возможная ситуация. Да, учитывая существенно более мощную пружину, мы при разборке посмотрим, насколько она длиннее. Шансы заклинить павгановский магазин несколько меньше, чем шансы заклинить ижевский. Но и снаряжать его существенно тяжелее руками. Ну и, наконец, так сказать, поскольку все мы знаем, что западные друзья не спят и тоже чего-то придумывают, у нас есть вот такая вот замечательная вещь, предоставленная нам на испытание нашими хорошими друзьями Центром оружейного тюнинга «Линия огня». Это 100-патронный магазин американской компании Surefire. Мы хотели испытать 60-патронник для чистоты, но, к сожалению, 60-патронника не оказалось. Есть вот такой 100-патронник. Он выполнен из алюминия. Его плюс первый, что он при пустой емкости, имея вместимость 100 патронов, весит практически столько же, сколько ижевский 60-патронный. И тот, и другой в пустом виде весят примерно 330 грамм. Одна проблема – это все-таки алюминий, поэтому вот так вот кидаться этим магазином, так же, как и стал ижевским или павгановским, не будем. Мы попробуем, опять же, аккуратненько, нежненько, хрупкая иномарка, значит, проделать тот же трюк. Более того, если посмотреть, подаватель по-прежнему остался заклиненным. То есть, как выясняется, цветок каменный не выходит ни у кого. Более того, сейчас активно в Европе, в США продаются 60-зарядные магазины компании Schmeisser немецкой, тоже под семейство R15. Они конструктивно очень что-то среднее между Surefire и отечественным магазином. Больше, правда, они похожи на Surefire, там просто попроще немножко конструкция. С ними происходит ровно такая же беда. Вы заряжаете там вместо 60 30-40 патронов, ударяете его дном и получаете россыпь патронов и, значит, совершенно бесполезное в обычных условиях устройство, в общем, не очень маленькой цены. Значит, ну, магазин обычно все знают. Я думаю, люди пытались. Мы не будем сейчас снаряжать и бить дном. Все, что получится, если при сильном ударе у нас выпадет верхний патрон. 1 или 2. В классическом коробчатом магазине. Интерес представляет, собственно говоря, устройство этих магазинов. Значит, давай, Миша, ты пока разбирай иностранные поделия, как человек говорит. Я разберу, значит, ижевские. Разбираются они все одинаково, отжимается пружина, сдвигается. Здесь с нашим магазином нужно иметь очень большую осторожность, поскольку пружина лежит прямо на дне. Да, отметку, что вот этот магазин такой... Surefire, если посмотреть, у них здесь сделаны загибы внутрь, и поэтому пружина удерживается загибами магазина, не вылетает. С отечественными магазинами, если вы прошляпили, у вас пружина отправится в полет вместе с дном. Значит, вот мы извлекаем подаватель, россыпь макетов патронов, которые мы потом разберем. И сейчас нам будет интересно сравнить, что внутри. Значит, корпус. Значит, как видите, процедура разбора иномарки несколько дольше. Итак, значит, вся конструкция отечественного магазина, которая без особых изменений, собственно говоря, ведет родословно еще с тех первых магазинов, испытывавших в 50-х годах. Одна пружина достаточно мощная. И вот такой вот хитрый подаватель с такими вот крылышками-ушками. Значит, фокус в том, что у отечественного магазина, как мы помним, достаточно короткая горловина. То есть все, что нужно, это войти в приемник. Значит, американцы, задавленные, так сказать, своим стандартом станак, аровской, значит, любимой так многими шахтой, вынуждены иметь двухрядную узкую горловину, гораздо более длинной. Соответственно, все, что нужно, это пройти буквально последние где-то 5-6 патронов подать
через узкое место. Для этого подаватель выполнен вот с такими вот двумя. Верхняя часть его узкая, нижняя широкая. Имеются два вот таких вот подпружиненных ушка. И в обычном состоянии, когда они выжимаются пружиной, имеется вот такой ступенчатый подаватель, где располагаются 4 на нем лежат патрона. При входе в верхнюю узкую часть сжимаются направляющими внутри и продавливают последние патроны уже в 2 ряда, как есть. В силу того, что в иномарке, так сказать, узость гораздо более длинная, им приходится изобретать такую вот замечательную двухступенчатую конструкцию. Значит, где подаватель? Вот. То есть у них подаватель в простейшем виде. Один, да, значит, здесь коаксиальные очень интересно решены пружины. Значит, в нижнюю часть до сюда подаватель использует вот двойную такую телескопическую пружину. Магазин Шмайсера отличается тем, что там только одна пружина в нижней части. Здесь, видимо, для того, чтобы продавить все 100 патронов, пришлось прибегнуть к такой вот двухступенчатой космической системе. После того, как широкий подаватель застревает в первом сужении, дальше работает вторая пружина со вторым подавателем, которая продавливает все это дело через узость. Последние где-то примерно 10-12 патронов. С учетом перестроения даже может быть все 15-16. Соответственно, при перекосе, как мы показывали при ударе, возникает еще более интересная ситуация, поскольку патроны, проваливаясь, они могут оказаться еще и сбоку этого подавателя, заклинив его внутри магазина, что усложняет еще и разборку. С ижевским, с отечественным подавателем просто его вынули, патрон его сильно заклинить не может. Здесь клин может оказаться более серьезным. Значит, павгановский магазин, нам не удалось его таким образом заклинить. Но разбирается он точно так же, как и ижевский. Сейчас мы разберем, покажем. Значит, вот у нас имеется разобранный павган. Значит, отличие у него пластиковая такая основательная пятка. Подаватель конструктивно очень похож. С такими же ушками. Менее шероховатая пластмасса, поаккуратнее сделан, но это все-таки наследие 90-х годов. Этот магазин был сделан очень давно. Этот магазин сделан в прошлом году. Поаккуратнее выглядит. Значит, вот пружины. Справа павгановская, слева ижевская. Видно, что павгановская длиннее и ощутимо жестче. Собственно говоря, этим и вызывается то, что павган несколько сложнее заклинить. То есть, грубо говоря, американца перекашивают уже при 20 всего. То есть сейчас у нас было заряжено 19 пустых патронов. Уже при 19 патронах их массы достаточно, чтобы просадиться и заклинить магазин. Ижевский магазин при сравнении заклинивает уже при 30 патронах. Понятно, что если у вас полный магазин, там 60-55 патронов, у вас просто недостаточно свободного места внутри для перекоса. Речь идет о ситуации, когда у вас примерно половина магазина. Значит, павган вот с 30 патронами держит марку, значит, где-то с 40, да, при сильном ударе его можно заклинить. Но тем не менее, значит, он в этом смысле несколько более надежен. Расплата — стертые пальцы при снаряжении магазина. Крайне рекомендуется иметь какое-нибудь, значит, вспомогательное устройство, поскольку снаряжать любые четырехрядные магазины, неважно, ижевский, павгановский или американский, до полной вместимости это тяжело. Это мощные жесткие пружины по необходимости, требующие много усилий. То есть вот есть сравнение. Что мы можем сказать? Да. Здесь еще американцы пытались внутри, значит, чтобы как-то избежать перекоса пружины, еще добавили вот такую замечательную алюминиевую детальку направляющую. Деталька очень хлипкая, алюминиевая, с ней нужно быть осторожным, и она все равно не помогает от задержек. Но отличительная особенность, да, вот американец существенно легче.
Если вы, значит, планируете бежать долгий кросс, идете куда-то в долгий выход, в охоту на зомби, где, значит, вы будете просто стоять и много стрелять, конечно, такой магазин более предпочтительный, поскольку он существенно легче и позволяет нести при той же массе больше патронов. Но если вы попадете в ситуацию, когда шансы на какие-то кувырки, сложные телодвижения, падения выше, все-таки лучше, конечно, использовать либо стандартные магазины, в случае с американские, либо наши, значит. Ну, традиционно достаточно посмотреть, что вот тонюсенький алюминий и мощный пластик, да, армированный, точно так же, как сравнение, американский магазин классический для М16 30-патронный, он на 80 грамм легче 30-патронника для АК-74, и при этом компактнее, но он прожимается даже пальцами, и вот эти вот алюминиевые SGI магазины, в принципе, один из основных источников проблем с надежностью винтовок М16-Р15, поскольку он как раз легенький и легко деформируемый. Даже обратите внимание, здесь даже этот магазин, они очень страдают губы магазина. Да, ну, собственно, можно сравнить толщину, любой, кто имеет, размеры и толщину загибов, тоненький алюминий на иномарке и армированный металлом достаточно мощный пластик на отечественных магазинах. То есть, с точки зрения магазинов, надежности магазинов, что двухрядные, стандартные, что четырехрядные, можно смело говорить, что отечественные тяжелее, а тяжесть это хорошо, тяжесть это надежность. Здесь эта знаменитая фраза в прямом смысле соответствует действительности, поскольку действительно конструкция прочнее и надежнее. Да, во всех вариантах есть проблемы. И если вы собираетесь, значит, куда-то на войну, на охоту, на зомби, на соревнования и хотите иметь в своем распоряжении не 30 патронов и даже не 45, а больше с одной перезарядки, вам нужно помнить, что подобные магазины в частично снаряженном виде требуют более аккуратного обращения. Если вы с размаху плюхнетесь на твердую поверхность, принимая положение для стрельбы лежа, есть шансы, что у вас будет ровно один выстрел, а потом вам придется менять магазин. Вот на этом мы, наверное, закончим. Скажем еще раз спасибо ребятам из Гексагон, значит, коллегам из линии огня и Павган, давшим нам возможность протестировать эти магазины в таких вот условиях. Скажу, что на стрельбище в обычных условиях все эти магазины работают, в общем, без проблем. Ну, и странно ждать от них другого. А что будет в реальных условиях, вы, думаю, сможете сделать вывод сами. Спасибо и всего хорошего.